когда-нибудь слышали о городах-призраках? А удавалось ли вам в них побывать? Если нет, то сегодня у вас появится такая возможность, потому что мы с вами приехали в город-призрак Шанико. Городок находится в штате Орегон, и по подсчетам 2020 года в нем проживает всего 30 человек. Территория Шанико настолько мала, что с самой северной точки до самой южной можно пройти всего за 7 минут, если не останавливаться, чтобы рассмотреть постройки. Кстати, о них. В городке можно найти банк, тюрьму, школу, магазин, отель и даже радиостанцию. Но здесь они выглядят немного иначе, чем мы привыкли. Например, так выглядит местная школа. Необычно, правда? Лично мне больше напоминает часовню. Кстати, я нашла архив фотографий 1954 года и могу сказать, что с тех времен это здание практически не изменилось. А это местная тюрьма. Такая малюсенькая, но очень атмосферная. Только представьте, что когда-то за этим столом сидел надзиратель, а в камерах держали настоящих преступников. А вот и местный магазинчик. Написано, что здесь продается пиво, лед, продукты, подарки. Что ж, пошли внутрь, посмотрим. Довольно-таки большой и много чего продается. Я думала, тут совсем будет деревенский магазин. Здесь, как на настоящем Диком Западе, даже змеи гремучие водятся, и повсюду висят вот такие предупредительные знаки. Обычно подобные городки становятся призраками, поскольку изначально в них находят огромные месторождения золота, а когда золото заканчивается, не остается ничего больше, что держало бы людей в этих местах. Но у Шанико другая история. Расцвет городка пришелся на начало 20 века. В те годы через Шанико проходила востребованная железная дорога. Город располагался в центре шерстяных и пшеничных земель. Здесь был самый большой склад шерсти в штате. В 1903 году Шанико получил прозвище «Шерстяная столица мира». Однако хорошие времена длились недолго. В 1911 году появился новый железнодорожный маршрут, который отвлек движение от дороги, проходившей через Шанико, и город начал приходить в упадок. В 1959 году Шанико был награжден странным титулом «Город-призрак года в Орегоне». Население после этого сократилось до нескольких десятков человек. Каждый год город-призрак Шанико привлекает туристов, в основном с апреля по сентябрь. Но не сказать, что город добился в этом больших успехов. Каждый год в августе здесь проходит мероприятие, известное как Дни Шанико. Оно собирает сотни людей. А гильдия охраны города, организованная в 2004 году, управляет музеем, проводит ежегодный сбор шерсти и спонсирует некоторые ежегодные фестивали. Сам по себе городок безумно гостеприимный. Здесь повсюду открыты двери вот в такие вот здания, а внутри никого нет, за билет платить не нужно. Просто заходишь сам, смотришь все, что тебе нужно, а конкретно в этом музее можно даже взять себе любой сувенир. Также очень милые местные жители подходят к тебе, говорят, куда лучше сходить, что посмотреть и желают хорошего дня. Например, местный житель Кенни специально для меня открыл галерею, в которой можно посмотреть фотографии людей, живущих в городке. А затем Кенни отвел меня в тот самый единственный отель в Шанико, где работает его друг, который рассказал мне местные легенды. В этом отеле видели как минимум 2 призраков. Один из них мужчина, которого застрелили при ограблении банка, располагавшегося на 1-м этаже здания. Второй призрак – женщины, жившей в номере 14 и повесившейся прямо там. По легенде, в комнате до сих пор пахнет ее парфюмом. Я и сама проверила, это действительно так. У меня даже мурашки по коже пробежались. Такова история городка. Атмосфера Шанико впечатляет. И хотя это город-призрак, ничего страшного в нем нет. Скорее, прогуливаясь по улицам города, возникают какие-то грустные чувства. Ведь раньше здесь кипела жизнь и были все шансы для развития. А теперь этот город просто медленно умирает, несмотря на то, что местные жители всеми силами пытаются поддерживать в нем жизнь.